Акулы очень широкое понятие, и в этой группе представлены и довольно безобидные рыбы. Но у большинства людей понятие акула обычно ассоциируется с фильмом «Челюсти». И некоторые основания для этого есть. Акулы– хищные рыбы, а человек все-таки животное. И может быть добычей хищника. Конечно, акула не может полагать его своей основной добычей, хотя бы потому, что отношения с водной средой у человека не очень. Но если вдруг получится, то такая встреча может печально закончиться. Большинству акул человек не по зубам. Они недостаточно велики и сильны. Но есть среди этих рыб и такие, что справятся с человеком запросто. Сообщения о нападении акул на людей встречаются довольно часто. Совершают их разные виды крупных акул. Но среди самых опасных для пловцов стоит назвать тигровую, бычью и белую акул. Тигровая акула, Галиосерда кавьер, представитель семейства серых акул. Названием своим она обязана сложному рисунку из полос на боках, вроде того, что украшает рыбу скумбрию. Это одна из самых крупных современных акул. Ее средняя длина превышает 4 метра, а вес 400 килограмм. Самки крупнее самцов. Тело рыбы имеет веретенообразную форму с сужением в сторону хвоста. Сам хвост большой, длинный. Морда клинообразная, тупая, с очень широкой пастью. У тигровой акулы характерные скошенные зазубренные зубы, наподобие зубьев пилы. Тупорылая, или бычья, акула, Карчарайнус леукас, принадлежит к тому же семейству серых акул. Она поменьше тигровой, длина ее нечасто превышает 3 метров. Однако бычья акула при этом отличается большой мощью, тело у нее толстое, и вес в 400 килограмм не является для нее рекордным. Эти акулы способны жить в пресной воде, часто заплывают довольно далеко в реки. Эта особенность делает их особенно опасными. Ну кто ожидает нападения акул в реке или озере? Бычья акула имеет самую большую силу укуса среди всех современных акул. Она нередко охотится на морских черепах, так как легко разгрызает панцирь. В отличие от большинства акул, бычья запросто атакует добычу сравнимых с собой размеров. Белая акула, Карчародон карчариас, принадлежит к семейству сельдевых акул. Это просто-таки классика акульего жанра, очень крупные хищные рыбы с вытянутым телом и симметричным относительно продольной оси хвостовым плавником. Зубы у них могут расти в несколько рядов. Длина 5 метров и вес более тонны не рекорд для этого вида. Из-за крупных размеров в обиходе вид часто называют большой белой акулой. Обычно именно эту хищницу представляют себе люди, услышавшие очередную жуткую историю о нападении на человека в море. Правдой является то, что все эти виды акул на людей нападают, но делают они это по разным причинам и с разной частотой. Вопреки распространенным представлениям, чаще других нападает на людей не белая, а тигровая акула. К примеру, именно такая рыба напала на туриста в Египте летом 2023 года. Тигровые акулы нападают на людей потому, что в принципе склонны хватать любую живность, плавающую в море. Они очень прожорливы и непривередливы в пище, способны употребить буквально все, от некрупной рыбы и моллюсков до раненого кита и других акул, включая более мелких особей собственного вида. Гоняясь за добычей, эти рыбы нередко подходят близко к берегу, хотя в принципе предпочитают охотиться в открытом море. Человек подходит им по габаритам и к тому же несколько напоминает типичную для акулы добычу морскую черепаху или тюленя. Бычья акула в принципе отличается агрессивностью, она из тех, кто дерется просто потому, что дерется. Кроме того, она часто охотится на мелководьях, то есть там, где у человека больше шансов ей попасться. Она еще неразборчивее в еде, чем тигровая. Акула-бык принадлежит к числу тех рыб, у которых в желудках вечно находят бутылки, покрышки и прочий совершенно несъедобный хлам. Так что и человека она может попробовать на зуб из чистого любопытства, а если учесть силу хватки этих зубов, нетрудно понять, сколь малы шансы у жертвы. Акулы-быки опасны и тем, что заходят в пресные воды. Множество случаев нападения этих акул зафиксировано именно в реках, где их трудно заметить в мутной воде, да и вообще кто ожидает акулу в реке. Белые акулы рассматривают тюленей и морских львов в качестве одного из своих любимых блюд, хотя меню у них весьма разнообразно, и предполагается, что дайверов в костюмах для подводного плавания они как раз и принимают за новый вид тюленя.
Имеется и другая версия. Эти акулы склонны проверять на зуб буквально все, что встречают в море, съедобно или нет. Нетрудно понять, что их проба способна нанести человеку столь серьезную травму, что он погибнет даже в том случае, если покажется хищнице невкусным. Истории действительно известно множество случаев нападений белых акул на людей, но сейчас они происходят весьма редко, и не потому, что у хищниц пропал аппетит. Просто вид этот находится на грани исчезновения, и шансы встретить белую акулу у человека в принципе не слишком большие. Справедливости ради, сами акулы тоже иногда выступают в роли дичи. Хищные касатки справляются даже с довольно крупными экземплярами. На более молодых рыб иногда нападают нильские и гребнистые крокодилы. Наконец, акулы являются добычей друг друга, в том числе и представителей собственного вида. И человек тоже их добывает. Ему обязана своим угрожаемым положением белая акула. Бычьих и тигровых акул ловят и сейчас ради мяса, популярного в целом ряде национальных кухонь, и печени, содержащей ценные жиры. Все специалисты признают, полностью гарантировать людей, отдыхающих на тропических водах, от нападений крупных акул невозможно. У берегов Австралии, на Гавайях, в Новой Зеландии и ряде других мест нападения бывают достаточно регулярно. Тем не менее, люди находят способы защитить себя от прожорливых хищниц. В районах популярных зон отдыха в тропиках бывают противоакульи ограждения, как в Крыму против медуз иногда ставят. Кроме того, на официальных пляжах обязательно следят за появлением хищниц и оповещают отдыхающих об этом. Да, система дает сбои, но все же количество пострадавших уменьшает значительно. Далее, знающие люди очень не советуют купаться в акулоопасных регионах в одиночку. Доказано, что многие жертвы погибли просто потому, что некому было помочь им выбраться из воды. С другой стороны, пострадавшие от акул купальщики, имевшие напарников, часто выживали. Было кому помочь им выбраться на берег или залезть в катер, оказать первую помощь, доставить к врачам. В местах, где акул много, местные власти разрабатывают особые меры противодействия нападениям. К примеру, на Гавайях, где много тигровых акул и зафиксировано немало случаев нападения, действует целый комплекс противоакульих мероприятий. Да, крупные акулы – опасные хищницы, способные погубить человека. Но для нормального существования природных комплексов они важны. Так что человеку следует напрячь свой разум, раз уж он разумный, и найти способы обезопасить себя от акул, не уничтожая их. И хорошая новость. Ни в Черном, ни в Азовском море опасных акул не водится. Там есть только небольшие катраны, которых человек съесть может, и с удовольствием. А они его нет. Вот если кто на Мальдивы соберется или хоть в Египет, там да, осторожность необходима. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.